этим циклом вы готовите свою аудиторию к будущему. Отдых, отпуска в СССР. Здравствуйте, товарищи! Я Артемий Троицкий, и это популярная советология. И у нас очередной сеанс ответов на вопросы, а также зачитывание ваших комментариев. Почему я в таких вот пиратских темных очках? Потому что, да, еще тут в маечке короткой, потому что вопросы и ответы у нас будут на тему отдых, отпуска в СССР. Надо сказать, что невероятно оживленный отклик вызвала серия про отпуск в СССР. Масса пришло всяких интересных писем. Видно, что, в общем-то, неравнодушны люди к этой самой теме. И есть что вспомнить. Вот. А в этой связи давайте я прочту даже одно письмо целиком. Оно мне очень понравилось. Мы с отцом ездили на юг по путевке. Это нечто среднее между дикарями и домами отдыха. Дело было так. Отец на работе оплачивал путевку на юг. По-моему, часть оплачивал профсоюз, но это не точно. Мы приезжали в назначенный населенный пункт, снимали там жилье участников. Как правило, это были небольшие домики с несколькими комнатами, в каждой из которых стояло по 4-5 кроватей и тумбочек. Туалет типа сортир стоял во дворе и был один на всех. Также на улице были умывальники, несколько кранов с холодной водой и нечто наподобие летней кухни. Питались мы по талонам в столовой. Так себе питание, на мой тогдашний взгляд. Было много свободного времени, которое мы проводили на пляже. Еще периодически устраивались какие-нибудь экскурсии по местным достопримечательностям. Как правило, 1-2 за сезон. Ну а так можно было сходить на базар, чтобы купить местных фруктов, или, скажем, в кино. Вот такой отдых. За свое детство я побывал на юге раза 4 или 5. Это был Крым, а также российский и грузинский Кавказ. В те годы, когда мы не ездили на юг, мы с мамой ездили к моей бабушке в Новосибирск. В круизы по Оби я, конечно, не ездил, но на прогулочных катерах катался. В основном мы ездили на остров Кораблик, где была абсолютно прозрачная вода и песчаное дно. Там мы купались и загорали. На каждую поездку родители откладывали деньги в течение года. Вот такое отличное письмо. Ну а теперь пойдем дальше по всяким вашим интересным вопросам и комментариям. Вот, кстати, про Новосибирск и Обь. Пишут, что в Новосибирске на Оби все суда сдали в утиль. Круизов больше нет, только на маленьких катерах в акватории города. Увы. Рассказывают о человеке по имени Юрий Ветохин. Честно говоря, не знал про такого. Автор книги «Склонен к побегу». Он купил путевку на круиз на экватор без захода в иностранные порты. И путевка эта стоила 580 рублей. Сбежал он в Индонезии, просто прыгнув с корабля и вплавь добравшись до индонезийского порта. Вот такие героические усилия люди предпринимали, чтобы куда-то деться. По поводу профсоюзов, да, пишут о том, что когда люди покупали путевки или в дома отдыха, или вот на такой вот гибридный отдых, о котором я только что прочел письмо, то профсоюзы часть суммы оплачивали. Ну, где 30%, где даже 50%. Вот кто-то пишет, что съездил на Кубу за 600 рублей на 2 недели, в Родеро там и так далее. Вот, и там, по-видимому, как раз не обошлось без помощи со стороны профсоюзов.
Многие пишут про выездные визы, если ехать на отдых за границу. Но про выездные визы я говорил. У нас была серия, посвященная, значит, советским людям из-за границы. Я там говорил про выездные визы, в общем-то, которые тоже неоднократно вынужден был получать. То есть без такой визы, если ты не дипломат, страну покинуть было невозможно. И если КГБ не считало тебя благонадежным гражданином и по каким-либо причинам не хотело, чтобы ты за границу уезжал, ну, причины могли быть самые разные, вот, то выездную визу тебе просто не ставили. И ты вынужден был сидеть в Советском Союзе, как репа в грядке, и без всяких вариантов, ну, разве что... Нет, кстати, для круизов в Индонезию тоже нужна была выездная виза. Так что да, оставалось переходить границу с Финляндией или Норвегией. Так, очень многие пишут, и я об этом на самом деле, наверное, забыл, про пеший туризм. Пеший туризм, когда люди просто, значит, клали в рюкзаки спальные мешки и палатки и гуськом уходили по тропкам, по всяким интересным маршрутам. Это была очень популярная штука в СССР, особенно в 60-е и 70-е годы. Пеший туризм бывал как организованным, так и диким. То есть иногда такие группы составлялись, значит, какими-то, значит, турбюро, и там был, ну, естественно, какой-то гид-ведущий, ну, и за ним уже шли обычные пешие туристы, которые там какие-то минимальные деньги еще за это платили. Вот. Ну, или просто совсем дикий туризм, которым очень увлекался мой отец, и я в этих диких походах тоже много раз бывал. Вот, естественно, этот пеший туризм, он породил целую культуру, такую шестидесятническую культуру, самым, наверное, ярким свидетельством которой является так называемая бардовская песня. То есть вот после того, как весь день шли горы по горам, как пелось в одной из таких песен, имеется в виду, что гора вторая находится за плечами в виде рюкзака. Значит, так вот, ночью разводили костер и, соответственно, под гитару пели вот всякие эти бардовские туристические песни, Юрий Висбор и все такое прочее. Да, это была целая культура, можно сказать, вот, которой я, ну, так вот слегка даже прикоснулся через своих родителей, которые это дело любили. Кроме того, имелся, об этом я, по-моему, вообще не говорил, автомототуризм. Это была не очень распространенная штука в СССР, то есть гораздо менее распространенная, чем, скажем, на Западе за границей. Во-первых, потому что автомобили были плохие, во-вторых, потому что автомобилей было мало, то есть они были далеко не у всех. В-третьих, потому что не было таких вот фургонов, такие домики на колесах, да, для кемпингов, на которых обычно ездят западные автотуристы. Вот, так что автотуризм и мототуризм это была такая довольно экзотическая штука, но она была. И имеется один знаменитейший, популярнейший советский фильм, как раз который отчасти этому посвящен. Я имею в виду фильм «3+2», значит, 3 парня и 2 девушки, парни на Волге, девушки на Запорожце, и как они, значит, занимаются там этим самым автомототуризмом, спят в палатках и постепенно влюбляются друг в друга. Базы отдыха, да, ну вот это вот то, о чем писали вот в письме, которое я зачитывал. Базы отдыха, да, это что-то типа такой коллективной дачи, что ли, и без участка. То есть вот эти маленькие домики, какая-то речка поблизости и так далее. Этих баз отдыха было очень много. Они были у всех крупных предприятий, у многих институтов и так далее. Вот. Они были, конечно, элементарными, но, опять же, удобства описаны. Туалет во дворе и так далее, летняя кухня. Вот. Но, естественно,
цены там тоже были достаточно низкие. Это был очень популярный способ отдыха трудящихся советских людей. Ну, я рассказал там про то, как попал в Ялтинскую инфекционную больницу, с какими, значит, страшноватыми приключениями это было сопряжено, холерные учения, там всякие сифилитики кругом и так далее. Вот, просят, чтобы я в одной из серий поднял тему о советских больницах и советском здравоохранении. Может быть, я это сделаю, но я тогда, к счастью, был очень здоровым парнишкой, и поэтому с советскими больницами соприкасался крайне редко. Но достаточно часто соприкасался с поликлиниками, куда просто заставляли ходить. И это тоже было, надо сказать, не очень весело. Ну, посмотрим, может быть. Байдарки и плоты, да, был и такой вид туризма, популярный в Советском Союзе. Когда я жил в Советском Союзе, в мою бытность, я ни разу на байдарках и плотах не сплавлялся, зато после этого сплавлялся неоднократно. Но в основном за границей, в Доминиканской Республике, в Турции, но и в России тоже, конкретно в Хакасии сплавлялся на плотах, и это было очень здорово. Мне это очень понравилось, но, в общем-то, немного я знаю об этом достаточно экстремальном виде туризма. Вот пишут, значит, круиз по Лене. Круиз по Лене существует до сих пор. То есть, значит, по Оби круизов нет, а по Лене круизы есть. Возьмите на заметку. По маршруту Якутск-Тикси. Ну, Якутск, вы знаете, это столица Якутии, а Тикси это уже самая южная конечность Северного Ледовитого океана. Это очень круто. Пишут, что за двухместную каюту сейчас берут 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей, то есть где-то $3000 евро. Ну, в общем, это, конечно, немало, но я бы сказал, что, может быть, что оно того стоит. Вот. Хотя многие тут спорят с моими восторгами по поводу речных круизов и говорят, да что это такое, тоска смертная, из окна все время видно одно и то же, значит, берега проплывающие, делать там нечего. Ну, не знаю. Я плавал и по Волге, причем по всей длине Волги неоднократно. Я плавал по Северной Двине. Пожалуй, это был мой любимый круиз, еще на колесном пароходе в 1968 году. Я плавал из Вологды по реке Сухане. Это, пожалуй, мой второй любимый круиз. И я плавал из Москвы в Ленинград через Валаам и так далее. Мне все это очень понравилось. Ну, а чтобы было чем заняться, надо иметь, значит, или девушку, ну, или если вы девушка, то парня хорошего, вот, чтобы было с ним чем позаниматься. А еще лучше вообще какая-то веселая, хорошая компания, с которыми можно и потанцевать, и в игры поиграть, и так далее. В общем, я не знаю, у меня с речными круизами все было всегда максимально интересно и насыщенно. Так, дальше поехали. Альпинизм. Вы совершенно правы, но к альпинизму я не имею вообще никакого отношения. Как бы боязни высоты у меня нет, но никогда я даже, в общем-то, ни с кем из альпинистов так близко не общался. Хотя, это был такой как бы достаточно элитарный вид отдыха. Естественно, в первую очередь вспоминается кинофильм «Вертикаль» и песня Владимира Высоцкого «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так». Кстати, по-моему, это была первая как бы официально признанная и гонявшаяся там по радио, телевидению и так далее песня Высоцкого, что это был еще конец, по-моему, 67-й год, точно не помню. Вот. Ну и потом у Высоцкого еще были всякие песни
альпинисточка моя, верхолазочка моя и так далее. Вот, так что да, альпинизм был для особо крутых верхолазов и альпинисточек, вот, но я об этом просто ничего не знаю. Хотя, естественно, в Советском Союзе для альпинизма были все возможности, потому что гор и Кавказ, и Саяны, и что угодно, в общем, гор было более чем достаточно. Значит, спрашивают про Золотое кольцо. Были в советское время автобусные маршруты по Золотому кольцу. И опять же, я ездил по этим маршрутам, благодаря этому впервые оказался в таких замечательных древнерусских городках, как, скажем, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, но я уже не говорю про Владимир, Суздаль и так далее. Это все было на автобусах, это все было очень и очень дешево, и при этом сердито, и красиво. В общем, мне это очень нравилось. Но я уверен, что путешествие по Золотому кольцу и, может быть, на более комфортабельных автобусах организуют в России и в наше время. Насчет Камчатки не знаю. На Камчатке, как я уже вам говорил, к большому своему сожалению, я никогда не бывал. Вот. Но очень хотел бы. Вот. Если нынешняя власть в Российской Федерации сгинет до того, как я превращусь в дряхлого старичка, а я в это верю, и уж во всяком случае очень надеюсь, вот, то до Камчатки я обязательно рано или поздно доберусь, потому что заслуживающие доверия люди говорят, что это сказочно просто красивое место. Пишут, что Семен Семенович Горбунков за круиз по Средиземному морю, естественно, в который он плавал в кинофильме «Бриллиантовая рука», мог заплатить 1500-1800 рублей. Не думаю, что вы правы. То есть, я, естественно, точно не знаю, сколько стоил Семен Семенович и его круиз, но там есть такая фраза, что я вот думал купить жене шубу, но жена, значит, сказала: нет, давай-ка ты, предположительно, за эти же деньги, значит, поедешь в круиз. Шубы дорогие тогда стоили где-то от 4 до 600 рублей. Соответственно, я предполагаю, что этот круиз стоил примерно столько же. Но вот тут вот еще пишут, что поездка в Болгарию туристическая, хотя, естественно, была пословица такая: курица не птица, в Болгарии не за граница, но тем не менее вот все эти Сылнчев, Бряг, Варна и так далее, что это стоило в СССР, опять же, если вы получали выездную визу, то есть были на достаточно хорошем счету у начальства, вот, это стоило примерно 400 рублей. В общем, опять же, 400 рублей – это 2 высокие зарплаты месячные или 3 средние зарплаты месячные. То есть это довольно много, я бы сказал, тем более для Болгарии. И последний вопрос. Да, это уже вопрос на самом деле. Вопрос такой. Значит, Артемкевич, этим циклом вы готовите свою аудиторию к будущему, то есть имеется в виду, что вот то, что я рассказываю про СССР, что это ожидает россиян в ближайшем будущем. Значит, во-первых, я хочу сказать, что вот то, что было в СССР, это еще не худший вариант. То есть я там жил, и я там выжил, и надо сказать, что я не жалею о том, что не женился в начале 80-х годов на иностранных гражданках, вот, и не уехал там куда-то в прекрасные страны типа Италии, Америки и Новой Зеландии. Но помимо этого еще хочу сказать, что, к сожалению, так не будет. Так не будет, потому что и мир изменился, и дело не только в интернете там, и прочих вещах. Вот. Но не будет и потому, что не будет такого настроения. Потому что вот чем жизнь в СССР
категорически отличается от жизни в нынешней России, так это тем, что люди были в СССР, в общем-то, более наивные и более оптимистичные, и не было у них опыта поражения, вот этого опыта страшного поражения, которое есть у нынешнего поколения россиян, когда уже вроде бы все было неплохо, а потом хуяк и стало плохо, страшно, аж жуть. Вспомнили опять же Владимира Семеновича Высоцкого. Все, спасибо большое. Мы поговорили о ваших комментариях на тему отпуск в СССР. Зовут меня Артемий Троицкий. Вы смотрите видеоэпопею «Популярная советология». И до новых встреч. Всем счастливо, не замерзать, не промокать.